Конкурент FIFA и eFootball, долгострой от наших знакомых разработчиков Strikers под названием UFL. В течение 2022 года мы нередко говорили об этом проекте, ждали, когда же он все-таки релизнится, и продолжаем наблюдать за его успехами. Возможно, уже кто-то успел позабыть о нем, потому что мы говорим про эту игру раз в 2-3 месяца, но тем не менее иногда разработчики дают о себе знать и сообщают фанатам те или иные новости. И не так давно генеральный директор студии Strikers Евгений Нашилов поделился новой информацией, достаточно интересной информацией касаемо UFL. В этом ролике никакой воды, только факты и прямые цитаты от главы студии и много интересных подробностей. Устраивайтесь поудобнее, прожимайте лайк под этим роликом, делитесь комментариями под этим видео, чтобы помочь его продвижению. Ну а мы начинаем. В данном ролике я буду ссылаться на свою статью, которая доступна в нашей группе ВКонтакте. В рамках этой статьи я также собрал все важные и интересные тезисы, с которыми будет интересно ознакомиться. Поэтому, если вы что-то не вынесете из этого ролика, вы в любое время можете ознакомиться с этой статьей. Ссылка на нее будет в описании под этим роликом. Итак, что же касаемо даты релиза UFL, когда же она выйдет? Опять же, конкретной даты все еще нет, то есть нет какого-то числа, есть только вот такие вот промежуточные варианты. А именно, Евгений упоминает о 3-4 квартале 2023 года. В переводе на русский язык это вторая половина 2023 года, то есть с середины лета и по конец 2023 года, то есть по декабрь. Где-то вот в этот промежуток игра и планирует релизнуться. Евгений объясняет задержку игры тем, что они продолжают разрабатывать проект, исправляют какие-то баги, пытаются отполировать как только можно. Ну и заодно подмечает, что 23 год это год футбольных симуляторов, и пока они разрабатывают свою игру, собственные планы есть у Electronic Arts и Konami. Поэтому в студии пытаются подобрать наиболее благоприятную дату, чтобы попасть, вот скажем так, наиболее в удачный момент и не упасть под каток Electronic Arts или же Konami и их проектов. Таким образом, в марте 23 года разработчики планируют показать полную запись геймплея UFL. Сейчас на их официальном YouTube-канале много роликов, где они так или иначе демонстрируют кадры игрового процесса, но это они планируют показать полный матч без каких-либо склеек и, опять же, возможно, в рамках прямого эфира, а не только ролика. Посмотрим. Поскольку релиз UFL планируется во второй половине 2023 года, с наибольшей вероятностью игра выйдет на движке Unreal Engine 5. А если вы знаете, то eFootball у нас также функционирует на Unreal Engine, только на Unreal Engine 4. А поэтому вполне возможно, что к моменту релиза eFootball 2024 игра от Konami также будет на пятой версии движка от Epic Games. Если вы до сих пор не знаете, то в UFL не будет оффлайн режимов по части карьеры и других, но разработчики не отменяют подобные возможности, так как этот опыт для них интересен, да и в студии полно поклонников данного режима. А поэтому Евгений допускает, что в будущем карьера может появиться в игре, но это прекрасно недалекое будущее. Релиз игры планируется только на консолях, поскольку при работе с игрой на ПК у разработчиков имеются небольшие трудности в плане читеров и античита для игры, а поэтому в первые дни релиза релиз на ПК не планируется. Что же касается составляющей самой игры, что же в ней ожидается, какой контент стоит ожидать, спросили также про легендарных футболистов. Евгений ответил, что они появятся, но не на релизе, то есть легендарные карточки появятся где-то там в будущем. В самой игре будет около 5000 лицензированных игроков на основе базы FIFA Pro, а также будут присутствовать лицензированные партнерские клубы. В будущем также они планируют добавлять больше лицензированных партнерских клубов. Что же касается не менее важного вопроса, а именно оптимизация. Евгений сообщает, что на консолях нового поколения оптимизация более чем хорошая, 60 кадров в секунду, и графика постоянно улучшается. Но на консолях предыдущего поколения с этим немножко посложнее, потому что уже 10 лет консолям предыдущего поколения, что создает дополнительные трудности, ну и сами особенности кроссплатформенности и этого матчмейкинга, что также влияет на, скажем так, кадры в секунду и в целом графику на консолях предыдущего поколения. Многие задаются вопросом, если не будет карьеры, то какие же оффлайн режимы ожидать в UFL? Но и на этот вопрос отвечает Евгений. Одной из разновидностей оффлайн режимов будет кооп. Игроки смогут играть за лицензированные партнерские клубы, за пользовательские команды и за иные варианты тех или иных составов. Ну и под конец также Евгений сообщает, что команду, которую вы соберете в онлайне из карточек и прочего, ею также можно будет играть и в оффлайн режимах, например, в том же коопе, ну и в других оффлайн режимах, которые будут подразумеваться в этой игре.
Итак, какие же выводы мы можем из всего этого сделать? Анонсированная еще в конце лета 2021 года, YouFail — это уже потихоньку проект долгострой. Конечно, не в самом прямом смысле этого слова, потому что ни 3, ни 4, ни 5 лет игра разрабатывается, но тем не менее. К релизу она планировалась еще в конце 2022 года, и тут релиз перенесся на целый год вперед, то есть на конец 2023 года. Но в то же время разработчиков понять можно, потому что Евгений правильно подметил, что в этом году на самом деле в плане фудсимов будет достаточно интересно. И новый фудсим от Electronic Arts, и скорее всего Konami захотят нарастить свою мощь, а поэтому Strikers надо будет очень аккуратно подойти к этому релизу. Будет крайне интересно посмотреть в марте, что же у них получится из игрового процесса, и как бы то ни было, я желаю им удачи. В комментариях же под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного, какие ожидания от проекта у вас. Ну и не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку это также способствует продвижению роликов, ну и мне будет банально приятно. Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на этом все. Я всех благодарю за поддержку, всем удачи и до скорых встреч.